Мои приветствия всем! С вами Анна Старова, это проект «Ключи мастерства». И сегодня у нас трансляция из рубрики «Разговор на диване». Хочу поговорить с вами про глубину распаковки. Я тут 2 месяца наблюдаю о том, как много чего поменялось. То есть внешне все это видно, а что там происходит внутри, какие причины и так далее, было совершенно непонятно. Тут вот меня вчера вдруг догнало. Всем пламенный привет. Сейчас проверю, запустилась ли у нас трансляция в ВК. Без этого никак. И где-то у меня параллельно открыта трансляция. 10 вижу в YouTube. Спасибо большое. Ох, как непросто стало сейчас все это организовывать. Давайте я вас немножко вопросами для начала попытаю, а то потом начну говорить, опять времени не останется, чтобы мысли не терять и не переключаться. Кто у нас сейчас в спячке? Я даже вчера в телеграм-канале опрос проводила на тему того, говорю, что кто опять в трансе? А вчера хоть трансовое состояние с утра было. Ну, я себе по-разному эти состояния объясняю. То есть для меня есть транс, когда ты с утра не можешь проснуться, то есть проснулся, уснул, проснулся, уснул, проснулся, уснул. Мне это легко, потому что на работу по будильнику ходить не нужно. И вот такие состояния, как будто ты что-то там проживаешь, догоняешь. Иногда я даже целые эфиры веду или вот книги выпускаю прям во сне, и потом в итоге встаешь. А бывает транс, когда тебя вырубает в течение дня. Да, вот ходишь, бегаешь, вроде все нормально, но хопс, и вообще, хоть спички в глаза вставляй, но то есть невозможно, укладывает. Это тоже такой прилив волны идет. Бывают просто такие сонные дни, вроде встал, походил, делами позанимался, потом снова лег, потом еще раз лег, хотя обычно нормальный человек, да, там 3-4 раза в течение дня лечь спать, ну, в принципе, не может. Мы немножко по-другое, как человеки заточены. Вот сегодня картину такую наблюдаю со своим мужем. Поэтому это один из таких симптомов явно проявленных, когда идет подгрузка. Подгрузка идет мощнейшая. Погружают в определенные состояния. Опять же, это никак не связано, возможно, именно с текущим прям период, который вы проживаете. Вы могли его прожить чуть раньше, а кого-то догонит ближе к солнцестоянию, потому что не бывает единых циклов, чтобы вот совпадали абсолютно у всех. Симптоматика схожа, но вот именно цикличность, как это развернуто в течение года, все-таки от человека к человеку разница, это нужно понимать. Вообще у нас с ощущением единства очень плохо в последнее время. Слишком много разъединяющих элементов появляется, причем и на уровне организации каких-то ограничений. И в целом вот это расслоение, про которое говорили, в первую очередь вибрационное, очень сильно наблюдается. Но вот про это сегодня и хочу поговорить. Ой, меня как плющит и все бесит. Я сама пребываю в раздражении, не прямо сейчас, но для того, чтобы запустить трансляцию, Рутюб не открывается. Ну, то есть, вот смотрите, искусственное разделение, да, YouTube в России не работает. Соответственно, нужно искать площадки. Тоже такое первое разделение. До этого отвалились запретграммы, запретбук, несмотря на то, что я продолжаю выходить в запретграмме, но с каждым разом, что такое вот для ключей мастерства, 16 человек в прямом эфире, это вообще ни о чем. У нас там было когда-то 60, по-моему, 70 тысяч подписчиков было, представляете, да? Сейчас вот трансляции в основном для клиентов идут, на трансляции для клиентов там, ну, максимум человек 5, 6, 10 в Ютубе. То есть вот оно уже, да, раскидало по разные стороны, и поскольку у нас большинство людей все-таки пассивные, это надо очень сильно гореть, это очень надо сильно быть под впечатлением и четко знать, чего ты хочешь для того, чтобы пойти искать. Вот у меня есть такой списочек, я из года в год хожу к одним и тем же людям, смотрю, что у них происходит, правда, не сильно часто. Но если вдруг они отовсюду исчезнут, я точно знаю, что через полгода я пойду снова искать, и я найду, где бы они ни были. Большинство людей не таких. Вот что им подкинули, то они смотрят. Вот там что-то появилось, вот это и проживают. Все.
Соответственно, вот такое вот искусственное, да, начинает отваливаться, отваливаться, отваливаться. Поэтому вот без Рутюба, без ВК никак, иначе получается трансляция. Ну, в Ютубе ее просто никто из россиян не увидит. У нас 2/3 аудитории находится в России. И вот если нажимая на кнопку, Рутюб не работает. Вот вообще пришлось параллельно открывать еще один браузер, и там таки получилось настроить. Ну, в общем, если вдруг мы куда-нибудь пропадем, и вы нас потеряете, да, то ищите. Но только ищите внимательнее. Почему? Потому что сейчас огромное количество фейковых аккаунтов. Алена якобы инвестициями занимается, еще чем-то. Это отдельная песня. Я уже устала про это говорить. Меня это очень сильно расстраивает. Но вот, то есть создают такой фон. И параллельно вот этому не сильно приятному фону, я сейчас про политические события, что происходит в разных странах, очередные витки обострения, про это даже говорить не буду. То есть фон сам по себе, вот такой вот среднестатистический, который окутывает планету Земля, он не сильно вибрационный, не сильно приятный. И вот на фоне всего этого видны колоссальные изменения того, как меняется многое. Нужно только вот просто посмотреть в правильное место, хотя слово «правильно» здесь не сильно подходит. Мы с вами весь этот год, вот сколько встречаемся на трансляциях, да, периодически говорю, поменялось, очень много поменялось. У нас разные волны людей. Ну, во-первых, наверное, если говорить вот про текущие события, самое главное, что происходит. С одной стороны, это вот та же самая наша волна, работа которой 12 лет, 12-летний цикл закончился в декабре, вот застряла как будто бы между двумя реальностями. Потому что, кстати, кто себя с этим ассоциирует? Вот сейчас единичку поставьте. Вот был такой мощнейший подъем, такое ощущение грандиозного разворота. Ноябрь, декабрь 2024 года. И вот с каждым днем сейчас, да, как будто бы все тухлее, 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 тухлее. Вроде как и особых потрясений таких личных нету, да, а оно как будто бы вот все менее понятное, менее прозрачное, какое-то такое, ну, в общем, странновастенькое, я бы сказала, становится. То есть как будто бы ты из одной реальности вот этого цикла грандиозным завершением, большим празднованием вышел, а в нечто новое, по идее, которое должно развернуться. И он говорит: должно. Ты там не приземлился. Вот единичек, смотрю, много пошло. С другой стороны, есть та самая третья волна пробуждающихся, про которые нам говорили еще на 11.11, это, да, день пробуждения, портал пробуждения, что типа в 25 году они начнут пробуждаться. И как-то вот хотелось, конечно, всем, я думаю, хотелось, чтобы вот эта новая волна пробуждения не наступала на старые грабли, не совершала те ошибки, которые в свое время совершали мы, пробираясь через терни, прям продираясь через терни к звездам, все-таки огромное количество людей уже проложило путь, прям вытоптало его. Там, где когда-то была трава и джунгли, да, теперь такая благоустроенная дорожка. Ну вот то, что вокруг сейчас наблюдаем в разных странах, обострение всего и вся, когда люди пытаются через справедливость, через свое понимание справедливости, через сердце зайти, это вот их шанс встряхнуться. Это как раз-таки их ответ на то, что то неустраивающее, что они наблюдают вокруг себя. Отсюда такое количество эксцессов. Со стороны мы видим проявление агрессии, безудержного гнева и так далее. Вот, ну, в общем, если у кого-то и была иллюзия, да, что оно все будет такое беленькое, розовенькое, шоколадненькое, поскольку мы огромное количество всего уже совершили, ну вот некоторые циклы, видимо, не пройти иначе, все равно начинается вот с этого
ощущение внутренней необустроенности, дискомфорта жуткого. Самое главное, это ощущение дальше так продолжаться не может. А вы помните, да, это один из первых симптомов трансформации, когда ты в нее ныряешь. Почему? Потому что ты больше не можешь. Ты мог десятилетиями, да, там, состоять в отношениях, работать на работе, которая тебя не устраивала, пока какая-нибудь последняя маленькая прям капелька туда не упадет, и ты говоришь, все, не могу больше. И люди увольняются в никуда, уходят, да, бросают все, меняют страны, города и так далее. Потому что вот это ощущение, что все, больше так невозможно. И вот эта новая волна начала именно с этого. Если я правильно понимаю, что сейчас пишут каналы, именно вот пытаются они таким образом объяснить все происходящее. Не знаю, мне как-то казалось, что все-таки каждому поколению должно быть чуть легче и разворачиваться, и развиваться и так далее, но, видимо, все-таки тут даже не инерция, да, а вот накопилось слишком много всего неблагоустроенного. В Телеграме есть ложный сайт. Не ложный сайт, это все группы. Я устала. Мы раньше каждую неделю вешали пост. Будьте добры, позаботьтесь о себе, прекратите. Поставьте запрет добавлять вас в разные группы. Ну, думаете, слышат, делают 10% добросовестных людей. Остальные влетают. Вот последнее сообщение женщина отправила на мифические инвестиции 50 тысяч рублей. То есть суммы не маленькие. Ну, меня это расстраивает. Расстраивает почему? Потому что у вас очень высокий уровень доверия к Алене. И, соответственно, бесполезно говорить. Алена никогда не занималась инвестициями. У меня есть одна акция, купленная для теста. Все, что вот. Но доверие, ваше доверие используют против. Мошенников стало в разы больше. Я вот на этой неделе во всех каналах, где подписано, видела сообщения про такие мошенничества. Во всех. В какой-то момент переполняет. Еще раз говорю, да, вот всего того, чего не устраивает, очень много. И на фоне этого легко потеряться, плюс вот это внутреннее ощущение, да, из одного мира зашел, в другой не прошел, а зайти куда-нибудь, у меня вот информационный детокс, я не читаю информацию где угодно, например, там зайти в Яндекс или Google, набрать что-то и вот читать новости. У меня такого нет. Если это Телеграм, то у меня в Телеграме все разложено по папочкам. Вот здесь вот рабочие вопросы, их читаю в первую очередь, да, ну, там ключи и так далее, все наши каналы, все, что связано с нашей темой. А есть дальше те, кого я постоянно, регулярно читаю, остальное все находится где-то там. Я вот, например, сообщения люди пишут, она через полгода нахожу. Почему? Потому что я захожу в те папочки, которые я хочу зайти. Все. А то же самое в Ютубе, допустим, да, у меня все, не то что уведомления отключены, история просмотра, вот это все, соответственно, мне подкинуть видео от человека, на которого я не подписана, невозможно. А вчера я редактировала, у нас сейчас очень большая реорганизация на ключах, я хочу поменять структуру материалов изложения. Вот первое, чем я занялась, это все трансляции довести до более понятного для меня вида. И вот зашла на ключи, там что-то посмотреть, а там ничего не отключено. И как мне насыпал он, YouTube, да, подходящее видео, я как глянула, эти люди не переживут июнь, нас начинают отбирать, эти уйдут. И таких видео десятки. И все про июнь. Я, с одной стороны, отмахнулась, ну что за страшилки, очередная порция какая-то. Раньше, ладно, астрологи пугали. А тут какие-то там ченнеллеры, духовные провидцы и так далее. Что, Армагеддон надвигается, что ли? А потом подумала, ну вот этот фон, он же есть. Я даже поняла, для чего они это делают. Это последняя попытка хоть кого-то, хоть кто понимает, что происходит, стряхнуть. Потому что сопротивление колоссальное. Эго упирается всеми силами. Ну, то есть вот такой вот фон, да, флёр я вам попыталась отрисовать. И что же я наблюдаю конкретно в июне? Вот мы в конце мая, получается, запустили поток курса «Танец с тенью». Курс получился уникальным. Тема давно нам известна, но тот сплав практик, вопросов для осознания, рефлексии и вот это в связке с инструментами для работы с тенью, они уникальны получились. Там тренажеры, тест, вот это все. Но, во-первых, мы его записывали год назад, у нас большая группа людей прошла. Потом у нас был поток в сентябре,
И тут вдруг неожиданно пошли, ну, то, что вот в просторечии можно назвать дифирамбами. Как же здорово, как же замечательно. Причем, знаете, не вот это когда совокупный эффект, как мы предполагали, а когда, ну, например, простой инструмент, да, подойти, посмотреть в зеркало. У людей как будто бы там начинается такая мощнейшая распаковка. Или там вопросы, начинаешь, там надо на вопрос, 5 вопросов каждую неделю. Начинаешь отвечать, и на выходе, опять же, вот как будто бы там, я не знаю, океан внутри тебя открывается. По первости, первую неделю, да, я отвечала, как же замечательно, как же здорово. Я ж понимаю, что вот человек так придумать не может, а оно срабатывает, то есть дает такой эффект. Ну и так бы это осталось. Мне, конечно, приятно, какие мы молодцы, как мы все классно предусмотрели. Пусть даже вот когда я в потоке работаю, я эти все лавры не приписываю своей личности, да, но все равно приятно. И тут мы запустили еще, сейчас записываем курс «Энергетический апгрейд». Там, где мы делаем много-много практик, связанных с энергетикой. И мы начали с очищения. Начали с балансировки чакр, потом очищение чакр. И пошли отчеты, я читаю их и понимаю, что там такая глубина. Но если там вот эта глубина внутри тебя как будто бы открывается океан, то здесь как будто бы выстраиваются некие целостные структуры. Особенно приятно читать, когда говорят: я у вас прошла 7 ключей неоднократно, я прошла энергетический апгрейд, а сейчас вдруг проперло, каким божественным способом у нас устроено тело человека, в частности, энергетическая система, как будто, знаете, вот эти все шестеренки закрутились. И я читаю, понимаю, вот это вот, ну, в курсе такого нету. Понимаете? Оно опять же, как будто бы ты там внутри подключаешься к каким-то резервуарам мудрости. Ну, еще было таких несколько элементов. Я все истории рассказывать не буду, их огромное количество. Но просто я это к чему говорю? Вот эта глубина распаковки, тема сегодняшнего эфира, она именно об этом. Я вот смотрела, то есть я понимаю, что, понимаете, это, знаете, это вот как нечто божественное вдруг вмешивается и в какой-то момент начинает тебя вести. А потом вот у меня у самой эта картинка сложилась. Ведь понятно, еще даже в марте, в апреле, и даже в мае было понятно, что не только какие-то инструменты перестали работать, да, что-то поменялось. Люди реагируют совершенно иначе. Взаимодействие с людьми происходит на другом уровне. И чаще всего это вот у нас в телеграм-канале, опять в комментариях вдруг появились какие-то наезды, какие-то кривые толкования, какие-то обвинения. Я так давно этого не видела, что меня это, ну, понимаете, ну, я обратила внимание, что ты что-то пишешь, а там тебе криво-косо понимают тебя, опять твои слова каким-то образом перекручивают, пытаются тебе доказать, что ты не верблюд. И хочется сначала написать, знаете, а я вообще про верблюдов и не писала, и не говорила. В общем, какое-то вот такое вот обострение тут на фоне этого, да, получается такой небольшой оазис, чтобы у вас не было иллюзий, да, это не все. Вот сколько там зашло, 50-40 человек, среди них не все такое пишут, но они вдруг стали появляться, следом спустя неделю еще один курс запустился, и там это проскальзывает. И вот тут вот меня щелкнуло. Мы же вот искали следы, да, вот внутри-то ощущение было, что вот очень сильно кардинально поменялось, но мозг не догонял. У ума не было пищи, чтобы сделать выводы, что конкретно поменялось. Ну, двоечку поставьте, у кого такое ощущение. То есть ясно, понятно, что что-то кардинально изменилось. Бизнес, допустим, перестал работать, денег стало приходить меньше. Или прям с противоположным. Все стало слишком круто работать, денег стало в разы больше, люди стали отзывчивы. Тут вот полярности не создаем, да, вариации бывают разные. Но просто вдруг как-то вот что-то поменялось, и ты пытаешься найти причины, чего поменялось. Клиенты валят косяком или клиенты вообще исчезают, допустим. То
сам факт, что что-то сильно-сильно изменилось, он очевиден. Понимания нету, что конкретно поменялось. И самое главное, следующий вопрос, да, и что с этим делать? Как у нас там был, кто виноват и что с этим делать? То есть изменения налицо, а поскольку не понимаешь, и вот тут вот эта вот глубина. Причем, говорю, иногда вот элементарно. Маленький вопросик, который, в принципе, задача была которого подстегнуть воспоминания и перестать врать себе. Потому что вранья очень много. И путь духовного развития доложил туда же во вранье очень много. Вранью самому себе, когда ты трезво не воспринимаешь себя. Идет вот то самое погружение, когда через тебя начинает, транслироваться то вечное, незыблемое, безграничное, с чем мы все эти годы пытались установить контакт. Но просто принцип не дуальный, не матричный срабатывает. Я вот в телеграм-канале вчера написала, главное – это внутренняя готовность. Но это не когда я такая села, все, я готова. Вот сейчас и спроси, да, кто готов к погружению в большую глубину, кто готов вот это все изнутри себя, да? То есть раскрыться настолько, чтобы из тебя вот это все полилось. Большинство же скажет, как обычно, я. Какой-то процент скажет, не. Я пока сомневаюсь, начну это наводящие вопросы, уточняющие задавать и так далее. Но большинство скажет да. Поэтому это не об этом. Да, это вот ум, который, а вдруг мне там за это что-то перепадет. Это не про это. Это, скажем так, про совпадение множества факторов, когда внутри ты становишься настолько прозрачен, настолько открыт, что вот когда появляется эта маленькая песчиночка, вообще не важно, о чем она, курс, где-то что-то услышали, вот этот срабатывает, да, он как ключик входит в пазлик, и начинается вот это глубокое погружение, на самом деле это глубочайший взлет. Потому что вот этот выворачивается, как будто бы тебя выворачивает изнутри наружу, но только в хорошем, потому что через тебя начинает с тобой же говорить та часть, которая когда-то находилась где-то там вовне, мы называли ее высшее я, для кого-то это монадическое я и так далее. В общем, процесс вот он наблюдается, причем, говорю, ты знаете, это не 1, 2, 3 человека. Но поскольку все это подано вот под то, какая классная Алена, и как это мы все классно устроили, а Алена сидит в недоумении, понимает, что мы-то к этому руку приложили, но такого эффекта быть не должно сейчас, потому что полгода назад такого эффекта те же инструменты не давали, год назад не давали. Поэтому говорю, да, вот такое вот совпадение множества факторов. Это и работа над собой, и когда ты вытаскиваешь из себя всякие разные кракозябли, и когда ты действительно готов встретиться, честно признаться самому себе, с одной стороны, для кого-то, что со мной все так, как надо, я такой, как надо, а другая тенденция, извините, все-таки уйти в сторону от своей правильности. Вот у меня сейчас очень некрасивое слово рвется, да, похерить эту правильность к чертям. Сори, я обычно так не выражаюсь, но стараюсь не фильтровать то, что идет, потому что вот этот вот самообман, в котором мы пребываем, он колоссальный. Вот что срабатывает на танце с тенью? Казалось бы, мы там работаем с тенью, да, это очень специфичная такая категория. Кто-то называет ее там множеством субличностей, неважно с точки зрения психологии или как мы с точки зрения духовных практик туда-то заходить.
Но на самом деле, вот если вот проанализировать и сделать какой-то вывод из тех откровений, которые происходят, м, ты вдруг признаешься самому себе, что, несмотря на убежденность в прямо противоположном, твой фокус все эти годы был развернут вовне. И не просто на словах, да, а как итог того, что когда ты вдруг развернулся внутрь, вот там-то это богатство и открылось. Но вы представляете, насколько это больно признать? И вот когда ты через это болезненное признание переступаешь, вот там вот эта глубина внутри тебя открывается. Я специально пытаюсь вот с разных сторон зайти, чтобы вы почувствовали, наверное, состояние все-таки, потому что слова плоские. Вот если слова вот записать, то, что я сейчас говорю, потом перечитать, наверняка в каких-то трансляциях уже про это говорили. И про разворот внутрь, и насколько важно, и что весь мир зеркало, с какой бы ситуацией вы ни столкнулись, если это вызывает эмоции, найди, что здесь для меня. И понимаете, на словах мы с этим согласны, и даже большинство уверено, что так и есть. И, кстати, люди честно стали про это писать. Я вот сегодня с утра опять в нашем сообществе Центра обучения читала. А я же была уверена, что вот это, а на самом деле оказывается вот так. То есть, по сути, что происходит? Идет резкое столкновение того, или вообще, это вообще может быть даже не про вас, каких-то своих представлений или о себе, о ком-то конкретном, о ком-то в целом, или вообще о чем-то в целом. И фактически ты вот так вот сталкиваешься с тем, что ты на протяжении длительного времени занимался самообманом. И вот как та старуха у разбитого корыта. Почему? Потому что убежденность, уверенность была в прямо противоположном стопроцентная. И тут хоп, а раз тебе так в лобешник. Такой, это, знаете, крашевое столкновение с реальностью. Краш-тест. И вот так вот встрепенулся, и понимаете, да, в этот момент много чего рушится. Рушатся вот эти стены. Это не только самообман, да, рушатся стены, возведенные, представление о чем-то. Оно вот так вот мягенько-мягенько осыпается, осыпается, осыпается. А ты сидишь потрясенный до глубины души. Насколько, получается, жил в иллюзорной реальности, созданной своим собственным умом. В этот момент начинают течь бурные потоки слез, да? И как будто бы вот то, что не давало вот этому твоим, тут даже не потенциалы, частям тебя, да, вот этим безграничным, вечным частям себя, они вдруг оказываются внутри тебя, и вот это вот ощущение такое, которое дальше навзрыд-то. Не знаю, что ли вот от радости, то ли от разочарования в собственной глупости, в слепоте, еще в чем-то. Ну, как будто бы вот какая-то плотина внутри тебя рухнула. На самом деле это не плотина, да, это вот самообман, и по большей части он развернут вот вовне, куда-то там вовне. Попробую сейчас найти, не знаю, попадется мне или нет, что я сегодня такое читала. Так, час назад вряд ли я дошла.
Ну вот, кстати, прилетел огроменный еще один пост. Так, ну вот пока не попадает, слишком много за последнее время написали. Прям, ладно, не буду переключаться. Посмотрю, что вы здесь пишете. Добрый день, добрый, да. Так, куда, где он? Я же вспомнила, у меня в отдельной вкладке. Я сразу поставила запрет. Спасибо, что кто-то слышит. Вчера встретила знакомую, с которой не виделись лет 5. Ее слова: "Ты выглядишь все моложе". Я сама это вижу, глядя на себя в зеркало. Слушайте, изменения физические очень большие. Вот на фоне непонятного эмоционального состояния, да, вот с этим раздражением, как будто шлейф какой-то такой идет, выглядим совершенно иначе внешне. Просто это не про всех, не для всех. Не потому, что кто-то избранный, кто-то лучше, кто-то хуже. Просто кто-то кардинально изменился внутри и изнутри просвечивает. Просвечивают вот эти вот изменения. А кто-то продолжает, как белка в колесе, а самое главное, жить в своей правильности и осуждении других. И вот это вторая часть, с которой столкнулись. То есть, с одной стороны, да, на фоне вот этого волшебного, прекрасного, что во что поверить не можешь. То есть, знаете, там такая глубина сознания, когда вот маленькая песчинка, знаете, в интернете раньше такие видео выкладывали, там стоит какая-нибудь фигура, да, одну такую кинула, они хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, все посыпались. Там либо кубики, стаканчики, спички, неважно что. Так вот одну дернул, и вот эта цепная реакция пошла. Остановиться не может. И получается тоже ты как будто вот краешком зацепил, но поскольку вот этот барьер снят, да, оно вдруг начинает вот на все сферы, куда не посмотришь в этот момент, да, оно все начинает как будто бы простраиваться с большей глубиной, с большей мудростью, с большим пониманием, ощущением себя, самое главное, с колоссальной любовью через принятие разных версий себя. Может быть, я поэтому на тени ты это увидела, потому что кроме работы с тенью, там приходится к чему раз за разом возвращать. Я в гневе, я в ярости, я тупая, я такая-то, недостаточная, я не сексапильная, я не такая. Я говорю, дайте право голоса всем этим частям. Всем. Но мы уже, вот эта новая реальность, невозможно там быть разделенным на части. Можно быть неполным, потому что большая часть тебя еще находится там. Это окей. Но когда ты своими руками сам себя кастрируешь своей правильностью или своим осуждением других людей, это невозможно. И чем дальше, тем больше гнева, раздражения, ярости в тебе это будет вызывать. Ну не потому, что они уроды и дебилы. А потому что невозможно дальше будет жить таким вот кастрированным, к сожалению. Можно это в красивую конфетку упаковать на тему целостности, принятия себя и так далее. Но по сути ты сам себя кастрируешь своим осуждением и своей правильностью, ставя себя выше других людей. Вот, кстати, ставя себя выше других. У нас тут, я говорю, вот как-то последнее время прям видно, что что-то не того происходит. У нас тут в телеграм-канале, мне кажется, месяц назад, может, чуть дальше, всплыла такая тема. Там, что ж такое было, мы видео публиковали про спящих. И не записывая отдельно искусственное видео, мы их вырезаем фрагменты из трансляции. Вот там было как раз про спящих. Главный посыл. Вот сейчас идет подмена посылов, прям совсем неважно, о чем ты писал, подменяется прям на уровне мотива, на уровне посыла. И там было, наверняка кто-то из вас видел это видео, там было о том, что не надо пытаться кого-то пробудить, оставьте их в покое, дайте им прийти во все в свое время.
Иначе вы превращаетесь в ту рыбу-пилу с благими намерениями, да, опять дорога в ад вымащивается. Наоборот, вместо того, чтобы побудить людей, вы их задерживаете, не даете к им прийти естественным образом. Посыл был в этом. Отстаньте от тех, кто еще играет с упоением в игры 3D. Почему? Потому что у некоторых нет задачи пробудиться, у некоторых задача доиграть и дальше переместиться в свою 3D-игру. А вы тут бегаете. Пробуждение, вибрации, любовь, принятие. Не работает. Видео было об этом. Текст был об этом. Когда я в комментарии прочитала, а кто решает, типа, кто спящий, кто не спящий, и что-то там в тему продвинутости, дальше про продвинутости, меня восхитила вот эта вот подмена. Фиг с ним, о чем было видео, кто чего делает. То есть пробужденный равно продвинутый, равно ставить себя выше других. И дальше идет полемика вот с этой цепочкой, простроенной в голове. Вот если бы мы видели, каким образом это складывается. Я вот искала, мне в голове нужна кнопка «Поиск», так, и нашел информацию какую-то, которая где-то там в файликах хранится, в собственной голове. Да, не только в интернете, а и в сайте, на сайте. Мне нужна в голове кнопка «Поиск». Вот многим чего не хватает, вот эту цепочку рассуждений вывести. То есть ум кушает. Есть то, что ты прочитал, и есть уже реакция. Вот этих промежуточных звеньев не видно. Это то, как сейчас работает ум. Поэтому, если кто-то давно ничего не писал, не прописывал, прям писать, писать, писать. Я для этого вот и делаю реорганизацию материалов на сайте, потому что в той структуре, в том рубрикаторе, который есть сейчас, я не могу туда ни техники из вот этой работы с убеждениями, с когнитивно-поведенческой терапией выложить. Ну, там просто таких разделов нету. Соответственно, если менять разделы, значит, нужно вот новую структуру вначале составить, а потом все как-то иначе разложить. В общем, я хочу новые вот эти наши наработки за последний год выложить в виде техник, практик, которые можно делать с пояснениями, а мне их поставить некуда, просто не предусмотрено. И тут я зависла вот уже неделю в таком состоянии, в зависании в материалах, потому что кто-то говорит, типа, плохо, когда материалов мало, а когда ты открываешь, и у тебя трансляция 500 с лишним. Если ты хочешь хоть одну правочку внести, тебе надо 500 раз это сделать. Это, конечно, вот впечатляет. Поэтому я каждый день там залезаю, там часа на 2, на 3, больше мне терпения не хватает. Но вот так новая структура в итоге формируется. Но я именно хочу вывести, чтобы были письменные практики. Потому что иначе 100%, опять же, самообман, 100% веришь, что ты то, о чем ты сейчас думаешь, это то, что ты прочитал, все правильно понял и так далее. Но, в общем, сюда нужно заходить. Взгляд такой был не для слабонервных. Это про меня? Нет, это не экран, это интернет. Ребят, кто у нас находится в запретграмме? Специально на вас сейчас смотрю, чтобы вы поняли, что это про вас. Запретграмм в России запрещен. Просто так в него не зайти. Соответственно, та фигня, которую мы используем, которую, к сожалению, назвать даже нельзя, для того, чтобы туда зайти, она режет скорость по максимуму. То есть там 1-2 мегабита в минуту – это скорость интернета, я не знаю, лет 10-15 назад. Поэтому оно и подвисать будет. Вот пока еще хоть какая-то возможность есть, мы выходим здесь. Как только вообще станет невозможно, но в плане тянуть не будет. Еще раз, вы знаете, где нас искать? Ключи мастерства, основной сайт. Соответственно, сейчас у нас основной вот из всех соцсетей телеграм-канал. Пока он. Но я так чувствую, что скоро придется целиком полностью переключаться на наше сообщество, которое в центре обучения на сайте.
Но опять же, тоже не вариант. Почему? Потому что мы отключили эту штуку в мае месяце, которая позволяла, находясь на территории Украины, заходить на наш сайт. Нас ее вынудили отключить, иначе в России стал пропадать сайт. Соответственно, все равно часть отвалится, к сожалению. Ну вот, говорю, вот это вот разделение такое, которое тебя вынуждают разделиться всеми силами, мы пытаемся. Я бы сказала, на большие деньги вкладываем для того, чтобы вот не разделяться, а на выходе все равно не получается. И вот какой-то инструмент не возьми, понятно, что большая часть аудитории у нас в России, соответственно, главный фокус на нее. Ну, блин, не хочется терять и зарубежную аудиторию. И у нас такое количество подписчиков, я знаю, которые ждут все эти трансляции, которые либо уехали, либо еще находятся на территории Украины. И вот прям не дают. Поэтому сори, что на кого-то смотрела с такой... Это оно подвисло. Приветствую на рифе. Пламенный привет. Вот до последнего прям. Пытаемся сохранить многоязычность. Сейчас единственное получается там, где у нас есть многоканальность и разноплановость, это телеграм-канал. Почему? Потому что он есть, ну, в смысле, доступен в любых совершенно странах. Все остальное, оно, опять же, обрезанное. Одни имеют доступ, другие не имеют доступ. И это чревато. Да? Ты попадаешь в эхо-камеру. Там, где твои мысли отражаются эхо, и тебе кажется, что ты в кругу единомышленников, на самом деле там сидит 2-3 перца, и эхо отражается друг от друга, и вроде как обо всем об одном. Я очень... Вот, кстати, за долгое время впервые из-за предбука у нас появился комментарий. Я очень люблю стрелять в теле, нравится забивать сложные фигуры. Когда я поняла, что попасть нужно в одну фишку в пирамиде, чтобы рассыпалась вся. Это классно. Вот иногда, знаете, если ты будешь целенаправленно искать, да, куда там попасть для того, чтобы оно посыпалось, вот ты фиг угадаешь. Зато вот так вот естественным образом иногда бывает. Наступил на красную, как это называется-то, на больную мозоль, и что-то треснуло. И дальше уже вот обратно не вернуться. У меня были такие истории в жизни, поскольку для меня один из ключевых моментов – это про ценности. И если вдруг я вижу, что в ценностях в главных, да, мы не совпадаем, каким бы милым, приятным, начитанным, эрудированным не был человек, но у меня как будто бы там ты реально чувствуешь, что чашка треснула, ее склеить сложно. Можно дальше продолжать взаимодействовать, там, общаться, там, не знаю, по работе делать, но вот целое уже не будет. Я думаю, в отношениях это очень хорошо, сильно проявляется. И между мужем и женой такое может быть, да, и между там друзьями, коллегами, еще чем-то. То есть, опять же, вот бывает такой момент, что вот оно как там мелочи, 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 потом какая-то маленькая песчинка упала, ты понимаешь, что все треснуло и больше не склеить. Как будто бы что-то надломилось, и что бы ты ни делал. И здесь дело даже не в непрощении, а в том, что реально вот то, что было нечто цельным и монолитным, оно вдруг развалилось на части. По поводу, кто виноват, что делать, все зависит, на какой из этих вопросов мы готовы ответить, искать виновного или начать действовать. Ну, искать виновного – это про пребывание в роли жертвы. Но есть такая история. У нас люди стали сверхпассивные, сверхинертные, я бы сказала. Я вот тут пытаюсь с помощью чата GPT провести большое исследование. Он, кстати, несколько дней уже забоит, не выдает мне. У него там есть какое-то такое глубокое исследование. Я его попросила там собрать мне циферки в вопросах на тему. Как раз такая тема была. Кто знает, что у него проблемы, ничего не делает. Там в теме бизнеса, в работе, в зарплате, еще где-то. Опять же, навеяно комментариями в телеграм-канале. Я его попросила собрать, но что-то то ли я не умею с этим работать, я реально с ним не очень умею. Но пока вот исследование подвисает. Либо вот дело в этом
усечения интернета. Потому что с территории России он сам по себе не работает, значит, нужно использовать дополнительные приблуды, а приблуды режут скорость. Из-за этого не получается. Но я как-нибудь до этого дойду. Я вот прям чувствую, что там кардинально большие изменения. Потому что с чего вывод? Это опять же в телеграм-канале прочитала. Мы там про миссию, про служение. На выходе под постом про миссию, про служение вдруг появился комментарий. А я типа не умею зарабатывать деньги. И что-то там дальше про миссию. Я говорю, в каком дело вообще до миссии, до служения? Ну, вы не можете обеспечить себя, вы не знаете, как это сделать. Это первичный вопрос, с которым надо разобраться. Ну, в моей логике. Вот что у тебя сегодня самое больное, вот с этим и надо начинать разбираться. Мало ли о чем там говорит Алена, мало ли о чем мы выложили какой-то материал. Начните с первого шага. И там, ну, такое определенное количество людей проявилось. Я вот тогда это запомнила, а сейчас в других местах, вот с другим совершенно тем, но я вижу, вот эта инертность присутствует. Если, допустим, это про отношения, еще понятно, да, страшно все менять, особенно если ты финансово зависишь, а на что я буду кормить детей и так далее. Тут действительно очень много вопросов, на которые вначале нужно найти ответ, или иначе вот так вот припрет и все, уйдешь в никуда и пофиг на все. Ну, то есть колебания понятны. Ну, а когда тебе есть нечего? Я просто периодически вот попадались мне опросы на тему, чаще всего про финансы, да, что какое количество пенсионеров финансово помогает своим взрослым детям. То есть пенсионеры – это сейчас 60 плюс. Почему? А дети – это сколько? 40 плюс. То есть взрослые люди, им помогают родители. Потом опрос попадался на тему того, что готовы ли вы пройти курсы повышения квалификации, если вам после этого повысят зарплату? Ответы удивительные. Большая часть людей не готова, даже если им платить при этом станут больше. То есть утруждаться не хотят. Зачем? Меня и так все устраивает. Ну и плюс разговоры тут. Придешь там на маникюр, в парикмахерскую, еще куда-то. Я люблю с девочками общаться. Вот у них такие мужья, которых все устраивает. Все фигово, особо позволить себе ничего не можешь, но при этом вот менять чего-то там ничего не хочется. И вот поскольку эти сведения разрозненные, да, но это такие отрывочные вещи, я вот захотела попробовать собрать, провести это наконец-то глубокое исследование. Ну, пока не получилось, но я его не проведу. Соберу эту информацию. Вообще на будущее надо скриншотить, когда мне такие вещи попадаются. Я прям пожалела, что я не скриншотила. Я сегодня к сыну привязала, все не так, в нем не эдак, на него переключила внимание, никак не могу забить, хотя умом все понимаю. Вот смотрите, как хорошо говорить, умом все понятно. Вот в этом и главная проблема. Умом понятно, умом непонятно. Вот много разных фраз, там все будет сводиться к тому, ум рулит. Ум рулит. Вот мы сейчас на курсах там практики делаем. Мы, например, в тень добавили телесных пару практик. Я, то есть, не специалист по телесным практикам, но мы добавили парочку. Те, которые я сама делаю. Да, вот это катание на роллере, полежи на валике, вернее, мы не стали роллер заставлять, катай валик из полотенца и полежи. Туда вот положи, да, и полежи для выпрямления. И когда потом в ответ пишут, а я-то думала, у меня с телом все в порядке, я его люблю, я о нем забочусь, а судя по результатам, получается, я его столько лет игнорировала. Сейчас вот основной важный момент будет честность, но не честность по отношению к кому-то, а честное признание того, как есть. Вот если вот все, что я сегодня говорила, то есть честное признание того, как оно есть, признание. Я на свое тело плюю, я о нем не забочусь, я там что-то. Вот это признание. Или, допустим, я нахожусь в созависимых отношениях, я созависимая. Я все время подстраиваюсь. Но мы, к сожалению, большинство сделать это не можем. Почему?
Потому что это не просто отдельный факт. Что у меня тут есть? Вот, покажу, да? Вот просто камушек. Красивый, но камушек. Вот он отдельный. У него есть грани, да? Но я четко понимаю, вот это камушек, а здесь его нет в этой руке. А наш ум так не работает. Это, кстати, тоже как одно из следствий духовных практик. Все же говорили причины и следствия. Вот кто постоянно натыкается на фразы типа «натягивать сову на глобус» – это моя фраза. Я недавно увидела что-то там про козу какую-то, ну, примерно тот же самый. Смысл, когда ты вдруг начинаешь видеть, что одно притянуто за уши, допустим, фразу. Таких много в русском языке поговорок, не случайно. Но там, оказывается, засилие всего. И получается, что вот есть одна вещь, да, признаю. Но если я это признаю, тут же подтягивается. Я не такая, как надо, я останусь одна, меня никто не будет любить и так далее. И на выходе проще вообще не трогать и даже туда не смотреть. Иначе вот это все связано с ощущением неполноценности, никчемности, не подтянется. Как говорят в поговорке, раз за проговорки, да, не тронь, не воняет. Вот из этой серии. Проще вообще туда не смотреть. Или как мы... Где это у нас было? Про слабости-то свои. Самоценность. Вот. У нас этот курс, который мы весной записали про самоценность, он, конечно, шикарный. В плане того, как мы... Вот там мы как раз специально шли в глубину. Я думаю, если сейчас его проходить, вот в июне, будет эффект еще круче. Сейчас говорю, понимаю, но, наверное, его будет все-таки не на осень отложить, а сейчас, пока такие энергии тут. В общем, если кто-то вдруг хотел туда зайти именно на самоценность, он же доступен, мы его записали, выложили, то вот можно сейчас через него туда в глубину, потому что там мы и так это создавали, а сейчас вот при этих энергиях будет круто. Но там какая суть? Мы там начали самооценки, вернее, самооценки и оценивание себя. И вот на этот счет много литературы, у психологов хорошо прописано. И там вот получается 6 недель, 2 недели вот мы взяли про оценивание и самооценку, а остальные про самоценность. Вот в теме самоценности нет практически никаких наработок. То есть чего-то такого готового взять списочка нету, потому что везде вот все про оценивание, про оценку и так далее. И начиная с вопроса, да, кто меня оценивает. И вот я там помню, есть это, опять же, КПТ, когнитивно-поведенческая психология, там вот взяла одну анкетку, и там подача была такая, ну, в общем, нужно было честно написать о себе, о своих сильных сторонах, о своих слабых сторонах. Поскольку ты делаешь задание, ты же не знаешь, что там будет в следующий раз. И там так получилось классно. И потом все это начали переписывать с другим взглядом, с другим фокусом, да. А если уйти от оценивания? И что получилось? Вот где бы это ни встречалось, а как можно себя ценить и любить за то, что тебе в себе не нравится? Вот в тени у нас тоже есть такая встроенная. Поблагодарить те части себя, которые ты в себе не уважаешь, не ценишь, не любишь, которые тебе не нравятся. И вот тоже начинается разворот. Вот откуда заход в глубину идет? Я вот некуда они сейчас всплывают. Это вот то, что я за последние месяцы что-то читала. Вот через такую простую вещь, казалось бы, ты делаешь практику, а мы в тень встроили благодарность и практику принятия на каждый день. Единственное, только я ракурс даю, да, поскольку мы все-таки с тенью работаем, соответственно, с принятием или благодарностью каким-то частям себя, там, ну, с темой связанные. И вот недавно дошли до поблагодарить эти части себя, которые вам в себе не нравятся. И вот через этот ступор, помните, говорил, да, столкновение с реальностью. А как я могу поблагодарить то, что я в себе не люблю, считаю это своим недостатком и так далее. И когда девушка вышла на состояние благодарности этим частям,
Вот оно и пошло. То есть, с одной стороны, в эту глубину нырнуть несложно. Если вот все, что я сейчас сказала, вот развести там пошагово, то там, скорее всего, на первом шаге столкновение с реальностью. В лоб вшибаешься, да, вот с чем-то. И через вот это потрясение ты как будто бы открываешь те части себя, которые до этого были заперты, которые были тебе недоступны. Схема, она очень короткая. Я просто не знаю, как до нее искусственно, ну, то есть, в смысле, как ее спровоцировать, потому что все, что вот я рассказываю, это следствие. Я просто почему обратила на все это внимание, потому что те же задания делали там сотни человек до этого, и не было такого эффекта, а сейчас эффект есть. И в чем разница между теми, кто сейчас с этим столкнулся, и с теми, кто, допустим, тот же курс проходит сейчас и не столкнулся? А там вот это столкновение. Но если вывести это за рамки какого-то курса, мы же по жизни точно так же, вот слушайте, 9 поставьте, кто вот недавно через это проходил. Как будто реально вот в лобешник. Боже. И это чаще всего не сильно что-то приятное про тебя. Ну как можно было быть такой слепой? Или не догонять? Ну неужели ты не видела, не понимала? И вот через этот коктейль получается разочарование, потрясение, еще чего-то. Ты вдруг проваливаешься, вот это то, что можно было бы назвать тотальным принятием, тотальное признание, и как будто бы вот ты настолько все отпускаешь и доверяешь чему-то большему, чем ты. Но опять же, это не про веру, потому что это настолько все слова кривые. Это не про веру, но как будто бы вот погружаешься в это состояние, и это выход в дамки. Ну вот есть девяточки. В общем, на будущее вывод. Если вдруг переживете такое потрясение, вместо того, чтобы плакать, ну, в смысле, когда отплакались уже, да, порадуйтесь. И посмотрите, что внутри поменялось. Потому что вот с этого и начинается глубокая распаковка. Вот видите, вот казалось бы, меня вчера сознание догнало, я даже в эфир хотела выйти. А сейчас вот с вами говорю, да, ну, видите, как оно распаковывается. Оно тут частями, 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 частями. Я обычно люблю выходить в эфиры, когда уже на команде потренировалась, дочке рассказала. Ну, то есть, когда какую-то попыталась уже развернуть, я почему называю распаковка, ты разворачиваешь. И оно с первого раза не получается. Потому что вот то, что сейчас подгружается, с чего мы сегодня с вами начали, да, про состояние вот этого транса. Вот она идет подгрузка, вот она идет. И потом оно приходит не в виде слов. Его еще надо самому распаковать. И вот так вот начинаешь с разных сторон, с разных тем крутишь, обращаешь внимание, что там где зацепило взгляд. Но это, по крайней мере, у меня так работает. И потом вдруг как будто бы винтики хоп-хоп-хоп состыковались. Вот если учесть, что я вот за всем этим наблюдаю полтора месяца у меня ощущение, что не работает, вернее, как кардинально что-то поменялось, понять не могу что. Вот сейчас оно выстраивается, но опять же, еще слов нету. Еще не все грани понятны. Они не приходят, вот как многие желают, да, прям хоп, раз, готово. Нет, ты это распаковываешь, здесь ситуацию посмотрел, тут комментарий прочитал, с какой-то другой призмы посмотрел. Но у меня в основном это в диалоге, поэтому я стараюсь выходить. И это меня, кстати, очень сильно расстраивает, что здесь строители постоянно шумят, а к часу я обычно не успеваю. Я сегодня вот за час начала готовиться, чтобы сегодня успеть хотя бы в 13:30 выйти. Это тоже, кстати, такое-то не сильно фон создает приятный, потому что вот я вчера захотела, да, могла выйти, но они же там где-то далеко. Хочется все-таки, ну, в комфорте. Не только как Марис микрофон заменил себе. Так, ну, больше не пишут тут. Слушаю эфир, на каждое слово слезы бегут. Нашла все ответы на свои вопросы. Слушайте, вы знаете, я люблю делиться, прожить что-то, когда вот так догнала, этим поделиться по той простой причине, что
Ну, если уж до тебя дошло, чё мне рассказать-то? Другое дело, что некоторые моменты, а, в процессе созревания находятся. Но когда созрел, делиться нужно. Потому что кому-то вдруг вот как маячок, как ориентир на пути, и глядишь на те же, особенно если это про грабли, на те же грабли не наступишь. Уже приятнее, что хоть кому-то хоть чуть-чуть облегчило. Но если кто-то вот не понимает того, с чего я начала, да, в подвисшем состоянии, свет в конце туннеля есть. Единственное только, через честность признания чаще всего вот столкновение с реальностью, точнее, со своими представлениями, и это не сильно приятный процесс, потом вот эти крокодиловые слезы, а потом как будто бы все встает на свои места. Но если у нас на курсах там, не знаю, 2-3 десятка человек уже проходят через такую распаковку, то есть внутри них вот это вот раскрывается, это значит, что это уже общедоступно. Оно есть. Да? Другое дело, что вот своей правильностью, своим, допустим, осуждением других можно этот процесс тормозить бесконечно, но хотелось сегодня вот о хорошем. Да, и так флёр такой вначале был, ну, потому что без него никак, вот он со всех сторон. Хотелось чуть-чуть позитива и вайба приятного добавить. А не к эти, которые пугают. Понятно, зачем пугают, ну вот на страхе далеко не уедешь. Нужно и видеть просвет, нужно понимать, что изменения идут, и оно вот на подходе. Надо еще раз послушать, как назло во время эфира идут звонки. Бывает. Такое часто бывает. У меня тут даже курьеры бывает во время эфиров приходит. Полетела с внучкой на свою малую родину, очень дерзит дочке, просто воюет с ней. Со мной все было достаточно хорошо. Считала от того, что дочь мало внимания уделяет. И тут она мне показала себя во всей красе на пустом месте, начинала воевать со мной. У меня открылись глаза на истинное положение дел. Кстати, хороший пример вы привели. Вот помните Крайновскую? Все не так, каким оно кажется. Вот сейчас очень много более глубоких прочтений, каких-то знакомых истин, но, знаете как, вот проще всего признать. Я знаю всего 5%, вот из 100. 5% по любой теме. Ну, где-то, если я эксперт, возможно, 10%. Для чего? Вот это, понимаете, признание. Да, я знаю о себе, о своих мотивах. 5-10%, не больше. Все остальное, то самое, да, это вот вершина, а все остальное – это низ айсберга, который находится где-то там, мы не видим. Но если говорить про подсознание, то там хотя бы есть какая-то часть, да, и мы не знаем, сколько там находится. Но здесь скорее через призму вот этого вечного, безграничного, вкупе со множеством, да, жизней, параллельных, альтернативных реальностей. Вот что я о себе знаю и об этом мире – это 5-10%. И когда таки внутри устаканится и признание этого пропишется, вот там еще, может быть, готовность раскроется. Да, вот к приятию чего-то большего, чем ты. Как-то так. Спасибо вам большое всем, кто пришел в прямой эфир, потому что я сама могу, конечно, распаковывать, но у меня, когда я одна, мысли немножко по-другому работают. А это вот там вот на что-то внимание обратил, взгляд перевел, как-то вот по-другому попытался переформулировать. И вот так вот только в живых эфирах рождаются такие вещи. Поэтому каждому, кто сегодня присоединился, большое спасибо. Ну а кто будет записи смотреть, жду от вас обратную связь. В последнее время прям комментарии как-то слабенько стало. Но, говорю, много чего поменялось.
И вот эта, кстати, разрозненность тоже сработала. Раньше все-таки основная часть была в Телеграме. В этом сейчас даже в Телеграме. Там картинки эти не двигаются. Вот неужели сложно вот воспроизвести то же самое? Ссылку кинул, и прям там же можно смотреть. Я уже вот всевозможные способы перепробовала, нет. Мне вот надо всего лишь, чтобы человек мог посмотреть и тут же написать. Нифигас. Поэтому, когда состояние ресурсное, на это не обращаешь внимания, ну, зато ходят, смотрят, пишут там, пусть в разных местах, если хочешь прочитать, надо сходить. А когда вот так вот нересурсное с чем-то столкнулся, да, оно начинает зудеть и раздражать, что как-то оно неправильно, должно быть как-то иначе. Все, дорогие мои, на этом я с вами попрощаюсь. Поблагодарить я вас поблагодарила. Соответственно, кто смотрит в записи, с вас в обязательном порядке. Где смотрите, там и комментарии. Еще лучше приходите в наш телеграм-канал. А то мы сейчас всяких разных ботов, мошенников отписываем, баним. И там что-то как-то меньше людей стало, чем было. Ну, а если вдруг потеряете нас, откуда мы там исчезнем, да, ключи мастерства, сайт по-прежнему на месте. Соответственно, там всегда будет информация про актуальные места, где мы обитаем, если вдруг что-то там такое, не знаю, незапланированное произойдет. Все, дорогие мои. Всем, кто в России вообще, да, классных выходных. У нас, по-моему, сколько-то дней, 4 дня выходных, это замечательно. Вот, ну а всем остальным просто прекрасных выходных, которые уже прям совсем... Слушайте, сегодня пятница 13-е. Ха-ха-ха, я так люблю цифру 13. Пятница 13-е, только сейчас обратила внимание. А вот когда трансляцию дату назначала, вот я не видела. Ну, в смысле, видела, но не... Вот ум работает, да? Я ставила пятница, писала время, 13:00 видела. Нифига. Не увидела. Не обратила внимания. Вот так вот оно и работает. Все. YouTube проигрывается, да. YouTube в России не работает. А так все окей.